Всем привет! Сегодня хочу порассуждать на тему сильных и слабых сторон в рисовании, потому что существует в целом две такие противоположные теории, направления о том, что нам, в общем, с одной стороны говорят о том, что вы должны обязательно выявлять свои слабые стороны и максимально их прокачивать для того, чтобы гармонично развивать свой навык, в нашем случае это рисование. Другие же говорят о том, что нужно выявить свои сильные стороны, максимально их развить, потому что это же сильные стороны, и как бы нивелировать этим свои слабые стороны, и за счет этого как бы добиться успеха, добиться каких-то повышенных качеств вашего навыка. И никто не может сказать, какой же верная сторона, та или другая. Я хочу вам рассказать на своем примере, как это все происходит в жизни, потому что я сначала была как раз-таки заложником того, что я считала, что нужно обязательно бить по своим слабым сторонам, что нужно обязательно их прокачивать, мучаться, стараться. Ну как же так, это же слабая сторона, нужно от нее избавиться, потому что она обязательно где-нибудь вылезет, что-то плохое случится и так далее. Моя самая-самая слабая сторона – это руки. За счет того, что я училась в театрально-художественном училище на художника по гриму, поэтому мы рисовали много лиц и немного плечи, и руки мы тоже рисовали. И если с лицом, даже с плечами более-менее все хорошо, лицо я вообще достаточно хорошо научилась рисовать, неплохо достаточно, потому что было много практики, мне это нравилось, мне это получалось, а вот с руками оказалась абсолютная засада, вот честно, то есть мы их много рисовали, я их много рисовала. Это то же самое я проделывала и с лицом, то есть я очень много домашек на эту тему делала, но ничего не помогало. Вот я не могу вообще уловить никак. При том, что я изучала специально анатомию рук, где какие косточки, как присоединяются. То есть, это полезная практика. Если вы хотите рисовать человека, неплохо было бы знать, что внутри него находится, где какие кости, где какие мышцы, сухожилия, суставы и все такое. В общем, я изучала очень плотно это дело. Я много делала эскизов, набросков с живьем, копировала картин. В общем, я делала все возможное, чтобы как-то продвинуться в рисовании рук. Ну и как вы видите и увидите по этому рисунку, который я сегодня сделала, я вообще не продвинулась. Вот вообще. То есть сейчас я могу рисовать руки только если я скопирую полностью их с какой-нибудь фотографии, зачастую я это делаю. То есть я нахожу нужное мне расположение рук, нужного размера, подгоняю под нужный размер, и прям так четенько полностью переношу все линии, стеклофонию, иначе никак. И то, когда я так делаю, все равно руки немножко разъезжаются, суставы куда-то уезжают, руки немножечко такие странноватенькие получаются. Да и по сравнению с лицом они немного такие, видно, что это достаточно слабый вариант. Конечно же, когда есть возможность, я вообще избегаю этого всего. То есть, если можно убрать руки, я, конечно же, их убираю. Но если приходится, то вот таким вот макаром я с ними поступаю. И самое смешное в том, что там, например, в какой-то комиксовой или в какой-то мультяшной теме руки у меня вообще не получается. Если натуралистичные еще более-менее как-то, то мультяшные это вообще какой-то провал, при том, что там обычно они достаточно условные и простые, но почему-то именно они у меня очень редко получаются. И в какой-то момент я поняла, что надо отступать. То есть если я сейчас не отступлю с этими руками, то я просто сойду с ума, потому что я понимала, что я сделала практически все, что могла. То есть я посвятила этому, сколько могла времени, достаточно много, только посвятила. Мне нужно продвигаться дальше. Это вот как раз во время учебы еще было. У меня там накопилось куча других домашек, что нужно как-то остановиться в какой-то момент. То есть нужно было поменять траекторию и понять, что нет, наверное, лучше развивать сильные стороны, уходить куда-то в свою сильную часть. Поэтому я начала на своих портретах прятать ручки, либо делать все-таки их по плечи, или чтобы там руки куда-то уходили, куда-то в ЗТМ, куда-то там за границы моего рисунка, и, собственно говоря, на этом успокоилась. Это я все к чему веду? Это к тому, что после вот этих всех моих мучений, достаточно долгих, мне показалось даже бесконечных, нервов и всего прочего, я поняла, что
Наверное, все-таки вот эта теория, что нужно обязательно как-то свои слабые стороны максимально прорабатывать, чтобы все было гармонично, это не совсем правильно. Возможно, в каких-то других направлениях это хорошо, но все-таки не везде, особенно в рисовании, потому что даже знаменитый Шишкин, который писал прекрасно лес, природу, он фантастически это все делал, но как только у него на картине должны были там звери, люди появиться, он просил других художников написать, потому что он понимал, что это абсолютно не его сильная сторона, и он, он смог бы написать, но настолько хорошо, как это нужно было бы для картины, то есть чтобы оно гармонировало с его природой, он понимал, что он этого не сделает. И вряд ли Шишкин тот человек, который не пробовал писать мишек, не пробовал писать людей. Скорее всего, это было. Просто вот природа у него удавалась гораздо лучше. То есть это была его сильная сторона. А слабая сторона была все остальное. Это было. И многие художники тоже все равно, они там пробовали пейзажи, портреты, кто-то уходил в портреты, потому что у него это хорошо получалось, но пейзаж за окном, там, например, в окне, либо такой очень странненький обычно писался, либо вы тоже просили других художников написать эту часть. Так что вот эти самые классические художники, зачастую это классические художники, которые академисты, они говорят про то, что вы должны обязательно прокачать свою слабую сторону, при этом большинство академистов выбирают комфортненькую для себя зону и рисуют там абсолютно. Так что я вам очень советую не заморачиваться, если у вас что-то вот очень сильно не получается. Конечно, да, стоит попробовать, стоит немножечко прокачать, подтянуть. То есть я все-таки за счет вот этих своих занятий с руками, привела этот навык в такое нормальное состояние. То есть если что-то сильно надо, то можно. Конечно, не очень хорошо, но все-таки на каком-то таком достойном уровне вполне себе можно это сделать. Но я все равно их избегаю и вам того же советую, потому что зачем насиловать себя, если можно зайти в свою комфортную зону, найти свою слабую, как раз-таки сильную сторону и наслаждаться ею, то есть наслаждаться тем, что у вас получается. В любом случае, если вы не какой-то супер-пупер коммерческий художник, вы не обязаны вообще рисовать все обязательно всегда на хорошем уровне. Если вы рисуете особенно для себя, то, конечно же, вообще нужно расслабиться, наслаждаться жизнью, наслаждаться рисованием и получать от него только удовольствие. Да, на самом деле, коммерческие художники тоже мечтают получать удовольствие от своей работы, но не всегда получается, потому что иногда заказы такие странноватенькие. Вот тут как раз-таки приходится выкручиваться и делать как-то работу, особенно со слабыми сторонами. Но я думаю, что они как раз-таки тоже прибегают к методу копипаста, какого-нибудь стеклофона или попросить другого человека какую-то часть дорисовать. Это всегда на ура, мне кажется, идет. Так что я за усовершенствование и улучшение своих сильных сторон, немножечко подтягивание своих слабых сторон, но не акцентирование все-таки на них, потому что от рисования нужно получать удовольствие, нужно снимать стресс, нужно наслаждаться, нужно получать какие-то позитивные эмоции, а не нервничать и психовать от того, что у вас что-то не получается. Конечно, этого полностью избежать невозможно, потому что на каком-то этапе не будет получаться те или иные вещи, но всегда нужно знать грань, когда стоит отступиться. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих историй. Пока-пока!